Сон – это важная часть нашей жизни. В современном обществе есть много болезней, связанных с нарушением сна. Как лечить такие болезни? Почему здоровый, глубокий сон – это залог здоровья? Как высыпаться и просыпаться в отличном настроении? С этими вопросами мы посетили лабораторию сна и пообщались с врачом-сомнологом, президентом Всеукраинской ассоциации медицины сна Погорецким Юрием Несторовичем. Сомнология – это наука о сне. Акцент делаю не на сновидениях, а на сне. Сновидения пока мы еще увидеть не можем, оценить их не можем, поэтому пока об этом говорить не будем. А вот о нарушениях сна и что такое хороший сон, вот об этом мы можем с вами сегодня и поговорить. В медицине произошло несколько таких ключевых событий, на которые врачи мало обратили внимание, особенно последних 3 года. Но главный, я считаю, как сомнолог, это в 1958 году был открыт гормон мелатонин, а вокруг него все это и крутится. И в 80-х годах 3 американских ученых занялись изучением циркадных ритмов, и итогом стала Нобелевская премия в 2017 году. То есть открытие готовилось давно. На генетическом уровне они доказали, что существуют циркадные ритмы. Цикл сна и цикл бодрствования. Идут они по циркадному ритму 24 часа, плюс-минус полчаса у каждого индивидуально. Менять ничего нельзя. Нарушать законы нельзя. Мы все знаем с детства, что нужно вовремя ложиться спать, но не понимали почему. Поэтому допускали очень много ошибок. Ключевой момент еще случился в 2018 году. В 2018 году была присуждена Нобелевская премия 2 ученым, японцу и американцу, за изучение иммунитета. Интересная связка. Оказывается, иммунитет рождается ночью при полноценном здоровом сне. И последний ключевой момент. В 2019 году, в декабре месяце, Нобелевскую премию получили 3 американских ученых снова за изучение гипоксии. Гипоксия – это снижение кислорода в крови. Иммунитет, гипоксия, сон. Насколько это все тесно взаимосвязано. Поэтому сейчас мы поговорим о группе риска, о пациентах, которые имеют нарушение сна и дыхания во сне. 50% мужчин в Германии, закончено было исследование года 2 назад, доказано, что 50% мужчин имеют легкую степень храпа и апноэ, то есть остановки дыхания во сне. Вот банальный храп, а вот мы о нем серьезно достаточно поговорим сегодня. 50% мужчин храпят, то есть имеют 5-15 остановок, пауз дыхания в час. Но если это среднестатистический немец, уставший, загнанный в командировке, хряпнул шнапса, там, грамм 150, сосиску с пивом, и ночью это превращается в 15-30, а то и более остановок дыхания в час. То есть банальный храп уходит, возникает тишина. Представьте себе паузы по 20-30 секунд, остановки дыхания во сне. Умножаем на 300, 400, 500 пауз за ночь. Получается, человек ночью не дышит 4-5 часов суммарно. Это приводит к тому, что снижается кислород, возникает запредельная гипоксия. Норма кислорода в крови все уже грамотно читают, подготовились, но давайте констатируем такой факт. Кислород в крови, норма пульсоксиметром измеряется через ногтевое ложе 96-98%. Если эта цифра снижается до уровня 93%, с этого момента начинается сонливость и засыпание за рулем. Если кислород опускается до уровня 85%, с этого момента начинается реанимация. 65% мужчин и женщин после 60 лет имеют нарушение дыхания во сне. То есть бабушкам, дедушкам, родителям нужно подсказать. Диагностика какова? Один вопрос. Остановки дыхания во сне есть? Да. Пациент сам себя не видит. Вот это проблема сомнологии. Все пациенты, которые к нам приходят, у меня все хорошо. Вот жена жалуется. Вот ребята на охоте жалуются, что я не даю им там спать. С нами больше не поедешь. Потому что паузы, храп это еще как просто раздражитель, но при этом наше открытие украинской сомнологии, немцы на это не обращали внимания. Мы их чуть-чуть так повернули взглядом в сторону соседа. Кто спит с храпуном? Синдром рикошета. Если в доме есть храпун, в доме никто полноценно не спит. Люблю сомнологию. Лечим одного, улучшается сон у всех в доме. Следующий момент. В Украине доказано, тоже европейская статистика, что 80% гипертоников
80% гипертоников имеет среднюю тяжелую степень апноэ, то есть 30 и более пауз в час. В стране у нас 12 миллионов гипертоников. Если присоединяется сахарный диабет, эндокринологические проблемы, метаболический синдром, лишний вес, то сочетаемость с апноэ 80-100%. И вот эта категория, которую я перечислил, сахарный диабет, метаболический синдром, артериальная гипертензия, нарушение ритма, все эти находятся в группе риска. Дети. Говорят, что дети больше стойкий иммунитет. Нет. 8 из 10 детишек у нас оказались с диагнозом НРС и начиная эпилепсия. Знаете такие вещи. НРС уписывается ночью или же дают эпилептические припадки ночью. Мы выявили, что диагноз ложный оказался. У них просто увеличенные аденоиды, большие гланды, ночью они отекают, слипаются, и возникает апноэ, гипоксия, эпилепсия и НРС. У меня есть пациент, в 27 лет к нам приехал, в 3 годика ему поставили диагноз ночной эпилепсии и назначили противоэпилептические препараты. А эти препараты имеют очень такой поганый эффект. В 27 лет он выглядит как 14-летний ребенок, внешние данные, читать и писать не умеет. А мы обнаружили у него тяжелую степень апноэ, 60 остановок в час, минимальный кислород минус 40%. 60. Подлечили, парень начал меняться, начал развиваться. А куда смотрели психоневрологи эти годы? 27 лет. Назначили препарат, никто не думает. Сегодня любая диагностика, лечение, реабилитация и наркозы должны начинаться через лабораторию сна. Любой анестезиолог перед любой операцией должен спросить: у вас есть храп? У вас есть остановки дыхания? А какое это значение имеет? На выходе из наркоза очень много пауз, и анестезиолог не успевает справиться, и много клинических смертей. У меня есть пациентка, 3 наркоза и 3 клинические смерти на выходе из наркоза. А у нее тяжелая степень апноэ. Закончился недавно съезд по Альцгеймера. Я так читал резюме, итоги. Профессура, академики бьются. Мы можем поставить диагноз Альцгеймера. Амилоидный белок, который здесь накапливается, да, вот мы поставили в 70-80 лет. Но когда он начинается, это Альцгеймера, оно начинается тогда, когда мы уже в 20-25 лет начинаем храпеть. И когда возникает гипоксия. А гипоксия вызывает отложение амилоидного белка, который и есть причиной Альцгеймера. То есть лет 7, 8, 10 можно вернуть ему молодости. Мозг обладает нейропластичностью. Мозг может восстанавливаться, если дать ему хороший кислород. И когда встречаемся с невропатологами, говорю: уважаемые коллеги, если вы написали диагноз дисциркуляторная энцефалопатия, то хотя бы объясните пациенту, что это. Они приходят ко мне с бумагами. На первом месте дисциркуляторная энцефалопатия. Культурно это называется маразм. Чтобы пациента не обижать, я спрашиваю: что у вас здесь написано? А мы не знаем. Так объясните пациенту. Юрий Ильич, что тут объяснять, если это уже маразм, это будет только прогрессировать? Я говорю: нет, коллеги. Можно дать человеку вернуться назад. 49% пациентов инсультных не доезжают до реабилитации. Потому что ночью инсульты, инфаркты происходят. Если не ликвидировать это, тут же будет 2-й, 3-й инфаркт. Уже украинские рекомендации есть, украинские протоколы. Профилактика инфаркта повторного и инсульта начинается через лечение храпа и апноэ. Обидно, когда ты видишь ребеночка 8 лет, 85 килограмм, индекс апноэ остановок в час 80 в час остановок, кислород минимальный остаточный 20. Страшно смотреть на это. Мы его вытягиваем во второй половине ночи с СИПАПом, все отлично, на утро он уже под елками бегает, хотя его обычно невозможно поднять, разбудить. За месяц 15 килограмм худеет, спокойно, легко. Но мы разобрали ситуацию, что происходит. Папа-ресторатор закрывает ресторан в 12 часов ночи, приносит что-то домой вкусненькое. И до 2, до 3, 4 часов ночи сидят, трындят и едят. Папе свой режим, ребеночку свой режим, все восстановилось. То есть пошло на похудение. Поэтому крайне хотите сделать детей счастливыми и здоровыми, стрессоустойчивыми, талантливыми, добрыми, светлыми, научите их спать. Вот это главное богатство, которое вы им передадите. На самом деле, когда начинать надо думать о сне? В утробе матери, когда ребенок находится. Беременные нужно давать высыпаться. У них физиологический отек глотки, у них физиологический набор веса, плюс плод поджимает диафрагму. Поэтому у них есть моменты с нарушением дыхания. А если есть гипоксия, тогда идет нарушение сна и ребенка.
И самое главное, последствия после рождения еще продолжаются. Поэтому с момента беременности даем возможность поспать. Многодетные мамочки. Тоже тема. Нарушения сна достаточно много. Почему? Они спят всего лишь 4-5 часов в сутки. Поэтому доходит до суицидов, до психиатрической больницы, до снотворных, до антидепрессантов. Поэтому я даже в блоге, это одна из первых статей была, когда я в шоке был, когда я столкнулся с этим. Я не готовился, но тут пришлось понимать, насколько оно распространено. Такие случаи были, прецеденты. Муж привозит за руку, говорит: Юрий Нестович, извините, интеллигентная спортсменка, умница, вешалась. Подлечили, вытянули. Уважаемые родственники беременных, уделите внимание, дайте мамочке поспать. Особенно если многодетная мамочка, особенно там, где погодки. Дайте ей выспаться. О сновидениях одно мое наблюдение, что у наших пациентов чаще всего кошмары, фобии и страхи возникающие, чувство страха сна перед сном годами, потому что я вам сейчас продемонстрирую, что там происходит. Реальный наш пациент Западной Украины поступает к нам с весом 140 килограмм. Жалобы жены: храп, остановки дыхания. У него 140 килограмм веса, сахарный диабет 6 лет, полная эректильная дисфункция, импотенция 6 лет, заснул за рулем, разбил машину, жена спит в другой комнате, потому что ей это все уже надоело, сейчас вы это услышите, и давление 200-220, в туалет бегает 10-12 раз за ночь, неаденома, простатит, бегают мужчины, женщины, юноши и девушки. Как это выглядит? Следующим образом. Так происходит полисомнографическое исследование в лаборатории сна. 2 канала энцефалограммы говорят о том, что он не спит. 10-12 лет у него нет глубокого сна. Кардиограмма, поток дыхания. Паузы по 30 секунд, 11, 19, 24. Дышит. 1, 2 вдоха, 3 вдоха, 4 вдоха и тишина. Дышит 5 секунд, 4 секунды, 6 секунд, 7 секунд. А по 30, 20, 40 не дышит. Он не дышит суммарно 4-5 часов. Поэтому в 15 минут первого ночи мы увидели кислород 67. Помните, реанимация 85. 64, 63. Пульс 49-113. Тахикардия, брадикардия. 44-116 разгон пульса. И падает пульс. Давление 200-220 в этот момент. Литр водки на ночь выпивает, потому что он боится идти спать. Фобии, страхи, кошмары. Но чтобы заснуть, он выпивает этот литр, а после этого идет усугубление. Страшно. Мозг видит это все. Ему страшно, пациент не видит. А вот обратите внимание, меньше минуты мы приближаемся к кислороду 50. 50% кислорода. Мозг видит, кричит: проснись, проснись, проснись. Но самое страшное, это наступает остановка сердца. Гипоксия привела к остановке сердца. Пауза длится 9 секунд. Я это наблюдаю. Хорошо, что оно запустилось. А если нет? Лег, заснул и не проснулся. Мозг кричит: проснись, проснись, страшно. Но он этого не видит. Но в этот момент пациентам может сниться, как защитная реакция, кошмар. Все страшные события в жизни, все в этот момент всплывают, он может вскочить и проснуться. Вот про кошмары мы можем поговорить. Вот здесь действительно кошмар. Реально кошмар. Этот пациент сегодня живой, это 2013 год, похудевший. Сейчас я вам покажу, как происходит лечение. Тут же во второй половине ночи этот же пациент, те же трусы, одеяло, подушка. Подбираем масочку, открываем глотку, и он спокойно спит. Конечно, позицию в кровати, видите, чуть-чуть приподняли. Впервые глубокий сон за последних 10-12 лет. Поток дыхания стабильный. Синусоида первая. Вторая синусоида, как движется грудная клетка. И третий, как движется диафрагма. Кислород 98. Пульс ровненький 99. Кардиограмма нормальная. На утро бодрый, активный, удивленный. Ух ты. За год пациент худеет на 50 килограмм. Литр водки уходит, естественно, потому что уже не надо. Страхов, фобий нет. Жена довольно счастливой. Он стал счастливым, довольным. Восстановилось все назад. Давление нормализовалось через день-два 115-120. Вот как все легко и просто. Хотя пациент говорит: у меня такого нет.
Я ему демонстрировал другого пациента. На утро все становится на свои места. Поэтому, когда вы грамотно отвечаете на вопрос, хотите ответить на вопрос, оденьте скрининговый приборчик на ночь. Давайте посмотрим, что там. Маленький приборчик, который одевается как часы на руку. Здесь будет у нас пульсоксиметр, уровень кислорода в крови и поток дыхания. Очень умный прибор. Он показывает, сколько микропробуждений за ночь, гиперактивность, есть ли нарушение дыхания во сне, пульс, нарушение ритма, кардиологические риски оценивает. Одевается конюлька, это на ночь. Хотя бы вот это. С другой стороны, это на дому делается. Это сейчас момент карантина, мы в основном так и работали. Это первый шаг для диагностики. Потом идет полисомнограф. Вот так выглядит полисомнографическое исследование. Очень много датчиков, в том числе энцефалографические датчики, поток дыхания, кардиограмма, датчик на ноге, пульсоксиметр и видео-аудио. То есть утром пациент себя видит. Наука сомнологии заключается не только в диагностике, подборе лечения, а мы обязательно с пациентами разговариваем о культуре сна и модификации образа жизни. Как прожить день, чтобы сон был дарован? Если видите, вот здесь сообщение из Библии, Ветхий Завет, Псалом 126. «Напрасно вы рано встаете и поздно просиживаете и жуете хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Сон нужно заслужить. Надо прожить день так, без конфликтов, без стрессов. Невозможно без стресса, но так, чтобы стресс не перешел в хроническое состояние. Чтобы получить хороший сон, максимально положительных эмоций. Обнимашек в семье минимум. После нашей передачи задание сделайте дома. 20-30 обнимашек в день. Поцелуйчиков 20-30 до ночи. Спортивные состязания, бассейн, спортзал, пробежки. Все заканчивается к 19:00, за 3 часа до сна. Мы подходим к ключевому моменту нашего разговора. Фазы сна. Вот эта зеленая синусоида, это сон, здоровый, полноценный, нормальный сон. 5-6 циклов за ночь. Ключевой момент происходит таинство сна в этих точках. Вот здесь. Вот здесь. Здесь вырабатывается золотой гормон мелатонин. А мелатонин является еще онкопротектором. На ткацких предприятиях в России немцы провели эксперимент. Взяли ночную смену и дневную смену. Мужчин и женщин. Онкология молочной железы и предстательной железы в ночную смену оказалась в 10 раз больше. Почему? Потому что там не было мелатонина. Мелатонин еще несет ответственность за снижение аллергического фона. Мелатонин несет ответственность за позитивность, за счастье. Поэтому так и называют гормон счастья. Что дает мелатонин в конечном итоге? Первое. Глубокий сон, спокойствие, мудрость, счастье, здоровье, хороший иммунитет, хорошая стрессоустойчивость. Выспавшийся человек, обратили внимание, да? Все обращают внимание. Он счастливый, он улыбается, у него глаза блестят, он сексуальный, он красивый, привлекательный. И все тянутся к такому человеку. А если он человек грустный, тоскливый, раздраженный, кому он нужен? Никому. Достучитесь в первую очередь. В семьях сегодня расскажите. Вот ключевой момент. Надо так прожить, чтобы в 22 накрывало. Но вскакивая в 6 часов, вы все в жизни успеете. Проживете жизнь активно, максимально положительных эмоций. И вот тут в сон уйдете, и будут хорошие сны. Только так. Плохие люди видят кошмарные сны. Да, у них хороших снов не бывает. А что такое плохие? Как Сомнолог скажу, это люди невыспанные, злые, разуверившиеся. Более того, есть данные, которые свидетельствуют о том, что если у пациента есть депрессия, вялость, усталость, но самая крайняя степень проявления депрессии — это суицидальные мысли, суицидальные попытки. Так вот, лечение ухода от суицидальных мыслей и попыток, когда мы пациенту просто объясняем и сформируем вот этот сон. Правильный сон. Мелатонин. Это свой наркотик, это свой момент удовольствия, гормон счастья. Он из серотониновой группы гормоны счастья. Вот как только это начинается, храп мы убираем однозначно. А вот это храпун. Вот он, вот он, вот он,
Первая, вторая фаза. Первая, вторая фаза. Проснулся, пошел в туалет, попить водички, уснул в туалете, упал в туалете, спит в туалете. Похрапел, проснулся, пошел перекурить, снова заснул. Бабушки, дедушки, даже ложась в 9-10 часов, в час ночи просыпаются и до утра говорят: у меня бессонница, Юрий Денисович, но я не храплю. Я говорю: приезжайте, найдем. Поэтому, когда мы начинаем лечить храпуна, во-первых, у него появляются глубокие фазы сна, и у всех окружающих. Все начинают вот сюда заходить. Все фазы важны. Поочередность, вот нельзя выделить, вот все работают над таким моментом, например, чтобы вы понимали, а почему бы вот не сделать так, что вот щелк и сразу оказаться здесь? Не получится. Временной промежуток, природа все продумала. И вот сегодня есть такие ребята, молодежь, биохакеры, которые пытаются изменить законы природы. А посплю-ка я днем, а ночью буду работать. А посплю-ка я по 2 часа, посплю я по 20 минут. Вот Наполеон, там, Леонардо да Винчи, кстати, по Леонардо да Винчи нет никаких документов, свидетельствующих, что у него такой был сон. А Наполеон, обратите внимание, какой жестокий был Наполеон, Гитлер. Все эксперименты со сном, вы знаете, что книга рекордов Гиннесса закрыла. Все рекорды по бессоннице, по сну закрыла, не принимает, потому что все это плохо заканчивается. Молодежь, которая много пишут: я сплю по 20 минут, я вообще перешел на ночную работу, а днем. Все рано или поздно плохо заканчивается. Он выпадает из социума. Все живут же днем, работают, все общение днем. Все, он замыкается, и тут появляется чистая психиатрия. А у меня есть мысль, что сном занимались, изучением сна, и доступность, секреты сомнологии были только элите. Невыспанный человек легко управляемый. Вот и все. То есть чем больше загоняют людей, особенно ночные дежурства, суточные дежурства, врачи, они же в группе риска по выгоранию. Обязательно нужно дать возможность реабилитации. Каждый должен заниматься своим делом. Где происходит сновидение, как раз вот в этот утренний промежуток. Удлиняется фаза сновидений, REM-фаза, и там видятся сны. Они видятся и здесь, просто их не все помнят. Но вот в этом утреннем промежутке очень важно, еще самое главное, проснуться в поверхностной фазе. Поэтому будильник не должен быть ориентиром. Вот если хорошо потренироваться, в 22 ложиться, в 6 подъем, то вплоть до того, что за минуту до будильника человек может проснуться. Потому что у него все правильно отрепетировано. И вот это таинство нужно нести в народ, потому что если мы хотим сделать общество счастливым, каждый должен подумать вначале про себя, как себя сделать счастливым. Когда он будет счастливым, тогда все окружающие будут счастливыми. Не будет месту злости, ненависти, измене, предательству, убийству. Не будет. Человек выспанный себе этого позволить не может. Поэтому давайте вот это будем лелеять. Во сне не надо думать. Во сне надо спать. Все. А природа сама все сделает. Мы ж только на пороге открытия. Сомнологии всего лишь 40 лет. Есть способы диагностики, есть способы лечения. Мы только-только начинаем. И вам советую. Высыпание и процветание. Во сне все сотворится. Отпустите себя. Откройте душу к хорошему днем. Но вы откроете, если вы будете вот здесь. Физика, математика, называйте это как не наука. Американцы в свое время придумали очень много стимуляторов для пилотов дальней авиации, чтобы они долго могли быть в хорошей форме. В конечном итоге все медикаменты, использованные, вызвали страшные осложнения. Посттравматический синдром. Синдром выгорания. Никакие таблетки, вот раз и навсегда запомните, всем слушателям сообщаю. На сегодняшний день не существует идеальной таблетки. Парадокс медикаментозного сна, транквилизаторов снотворных, они формируют заход, 4-ю фазу, но на уровне 3 они заканчиваются и дают назад выход. И получается, что рано или поздно наступает синдром рикошета. Ты принимаешь препарат для сна, а он тебе не дает сон. Наоборот, перевозбуждает тебя. И надо повышать дозировку. А когда идет повышение дозировки, выйти оттуда уже очень сложно. Десятилетиями пациенты у меня перепробовали 20 врачей, психоневрологов. Врачей перепробовали, всяких рецептов. Каша намешана такая, что уже разобраться невозможно. То есть надо где-то полгода очистить,
дезинтоксикацию провести, а потом, может быть, что-то начинать. Нет. Мы просто находим, что у человека банальный храп и апноэ. Мы это ликвидировали, ушли транквилизаторы, ушли антидепрессанты, ушли снотворные. Искусственный мелатонин. Отрицательно отношусь, потому что пока не доказано, тем более, что искусственный мелатонин относится к БАДам. Как гормон может относиться к БАДам. И тут очень осторожно. Шишковидная железа очень такая, тоже еще не исследованная. Она производит, увидит что-то конкурентное. Если кто-то что-то приблизится похожей формулы, то она просто начнет сокращать это. Для улучшения сна, для выработки мелатонина, что необходимо? Стимульнуть его выработку можно триптофановыми продуктами. Продуктами, богатыми триптофаном. Из триптофана вырабатывается серотониновая группа, и в том числе мелатонин. Из мяса. Мясо индейки, кролик, дичь, перепелка. Яйца более богатые на триптофан, яйца перепелок. Включить в меню. На первом-втором месте, конечно, стоит красная, черная икра. Но тоже надо иногда позволять себе. Орехи. Кедровый, миндальный, грецкий. Но разумно. А вот жменями неограниченное количество кушайте тыквенные семечки. Сырые, не жареные. Много их не съешь. Ну, покрошите ребенку в кашу, в йогурты, в салаты. Записывайте позитивные моменты, как сказано, которые способствуют сну. Фиксируйте. А почему я сегодня выспанный? О, так я вчера телевизор выключил. Я гаджеты не взял с собой в спальню. Синий свет экрана монитора убивает до 60% выработки гормона мелатонин. То есть гаджетам в спальне не место. Созерцание, рисование, музыка, аудиокниги, нечитабельные книги, доброты, нежности, ласки, поцелуя. Но, к сожалению, как к сожалению, в спальне должно быть темно и тихо. Мелатонин любит тишину и темноту. Информационный мусор закончили, шумовой мусор закончили, световой мусор закончили, шторы закрыли. Утром, чтобы проснуться, максимально открываем. Синий свет экрана монитора — это как голубое небо утром. Чтобы проснуться, нужно задавить мелатонин голубое. А что мы себе вечером это все портим? Если вы позитивно настроены целый день, то и вы себе позитивно настроите сон. Проживите жизнь днем нормально. Подарите больше счастья кому-то. И вот когда вот это вот вы увидите, эффект счастья — это же когда ты видишь, что человек счастливый. Почему я полюбил сомнологию? Будучи занимаясь кардиологией, чистой кардиологией, инсультами, инфарктами, давлением, аритмиями, лечишь пациента, он все хуже и хуже, хуже и хуже. Тут подлечил на утро, класс. И в ближайшие годы все лучше и лучше. Все в восторге. Вот этот писк восторга, счастья, которое происходит внутри, сам себе человек начинает зарождать счастье и потом его дарить всем. Дети счастливы, внуки счастливы, дедушка изменился. Закрывали в квартире, маразм такой, что он даже забывал, как найти путь назад. Закрывали. А потом говорит: Юрий Николаевич, через 3 месяца, смотрите, с правнуком ходит, с коляской, сам пеленает. Ну, вот когда вот есть шанс подарить человеку счастье, вот это мне и нравится. Все, вот до мозга костей я уже чистый сомнолог. Я не понимаю, почему врачи не понимают. Хотя это все показываешь, демонстрируешь. Не верят. Ошибка медицины нашего выпуска. Вот как судьба сложилась. На выпускном экзамене мне попался билет по апноэ. Самый любимый билет был у студентов. Там всего лишь 2 абзаца. Первое. Это пиквикский синдром. Большие толстые люди, пациенты, неперспективные и быстро погибающие. Неправда. Есть маленькие, худенькие тоже. Как спортсмены, особенно пацаны на тестостероне. Второй абзац. Диагностики нет, лечения нет. Это было больше 30 лет тому назад. И наше поколение зазомбировали. Не лечится. Мы выкосили то поколение врачей, которые по совести, по духу, по доброте своей пошло служить. Служить народу. Каждый мечтал о собственном кабинете. Свою частную практику. Все начитались Чехова, Вересаева, Толстого. Частная практика для медика — это нормально. Это и конкуренция, это самостимуляция, это обучение. Это зарабатываешь себе на развитие. Кто мне это дал? Это же надо было ездить на конференции, ездить на стажировки. Молодежь сегодня это все начинает понимать. Но надо все-таки критерии доброты, оценки доброты делать перед отбором в медицину.
коррупционеры или, как это сказать, дельцы в медицине, это страшно. А вот добрый человек, он в любой специальности будет хорошим специалистом. Поэтому врачи, миссия врачей — привести нацию к доброте и к процветанию. Без медицины никак.